Всем привет! Год назад я записывал видео, в котором я показывал все свои часы, которые у меня есть. В этом году я решил повторить такое видео, потому что набор изменился. Какие-то часы у меня ушли, какие-то появились. Конечно, очень странно делать видео с названием «Мои часы в 23 году», хотя сейчас середина года. Но раз прошлое видео вышло в середине года, то сделаю уж и это видео тоже спустя год. Для начала, то, что у меня на руке сегодня, это Casio Lineage. У меня есть обзор. Недавно вышло видео про эти часы. Пожалуйста, последуйте по ссылке, посмотрите. И еще хочу сделать дисклеймер в начале видео. К прошлогоднему видео я получал комментарии вроде того, что зря потраченное время, столько минут смотрел, а все часы дешманские. Этот канал про бюджетные часы. Мой канал про недорогие часы. Так, это в сторонку. Вот эти часы у меня были в прошлый раз, в прошлом видео, я не буду долго на них останавливаться. КХС немецкий бренд, интересные такие тактические часы, что в них необычного, так это трубочки с третьей подсветкой. Вот, это интересно, клево. Вот эти Восток, также есть Восток классика в прошлом видео, но могу констатировать, что я их практически не ношу, потому что, нет повода, что ли, мне рубашку носить или, в общем, по стилю редко получается. На эти часы у меня есть обзор. Клевые часы в таком military diver. Это, конечно, китайские часы QM или Kimei или Shimei. В них угадываются черты как полевых часов американских времен Вьетнамской войны, также и дайверских часов, которые в Британии были разработаны для боевых пловцов. Что интересно, если обратите внимание на движение секундной стрелки, можно подумать, что это механические часы, но это кварцевые часы с механизмом мегакварц, то есть mechanical quartz. Они делают 4 тика в секунду. Создается ощущение, что это механические часы, но на самом деле это кварцевые, их не надо подзаводить, и они, так как это кварцевые часы, идут достаточно точно. И внешний вид очень клевый. Ну и уж там 200 метров или даже 300 метров водозащита. В общем, посмотрите обзор, будет ссылочка здесь сверху. Вот эти Casio Edifice, я их купил не новыми, и цель вообще покупки этих часов была просто посмотреть, насколько мне подойдут часы в таком стиле пилотском, и в первую очередь такого диаметра. У меня небольшое запястье, и я сомневался, насколько они вообще могут подойти мне. Но моя цель была не именно эти Casio Edifice, а моя цель была либо Citizen Nighthawk, либо пилотские часы Seiko, которые тоже имеют либо логарифмическую шкалу, либо просто выполнены в таком стиле современных пилотских часов. В общем, в целом кажется, что, можно. Несмотря на их большой размер, можно мне, в общем, их носить. Пойдут. И здесь логарифмическая шкала. Конечно, вряд ли я буду считать расход топлива или там преодоленное расстояние, или скорость в узлах. В общем, но чисто внешний вид интересный. Далее, Seiko 5. Очень клевые часы. То есть они похожи на SKX, на дайверские часы от Seiko, у которых убрали безель дайверский. И заводная головка, она уже не завинчивающаяся. То есть они такие более повседневные или даже классические. Их даже прозвали Dress-KX, как SKX, только Dressy. Они клевые. Очень красивый циферблат, он такой играет на свету. День, неделя, число, автоматические. Стоп-секунда есть, быстрая смена числа и даты. То есть все, что можно хотеть от механических часов, я думаю, что в них есть. Браслет сносный, удобный, не выдирает волосы из руки. В общем, очень клевые часы, очень нравится. Далее.
Часы в пилотском стиле, Steel Dive. Что интересно, в прошлом видео с прошлого года, у меня были такие часы, но с логотипом. И я понял, что я их не ношу, я их продал. Но потом пожалел об этом и решил купить снова. И в этот раз выбрал без логотипа, потому что это будет более аутентично смотреться. У меня есть обзор на эти часы. У меня там их история, такого разработки немецких флигеров немного и хорошие кадры, ракурсы вот этих часов. Они 200 метров водозащита, сапфировое стекло, нержавеющая сталь. В общем, клевые часы. Единственное, что вот немножко, и я в этом видео обсуждаю, что немножко где-то на углах обработка такая грубоватая, а внешне достаточно приятная. Так, далее. Seiko 5. Что тут можно сказать про Seiko 5? Это классика. Наверное, с 70-х годов они вот такие. Плюс-минус. Из минусов, конечно, нет ручного завода. Достаточно простой механизм, но такая рабочая лошадка. Из плюсов, конечно, компактный размер. Шикарный внешний вид. Особенно учитывая, что их цена доступная. Конечно, цены у Seiko ползут вверх, но тем не менее цена доступная, внешний вид шикарный, все сделано очень хорошо, учитывая их цену. Автоподзавод, день, число, Seiko, симпатичный, красивый. Далее, Lorus. Эти часы были в прошлом видео, прошлогоднем. Не буду на них долго останавливаться. У них корпус из титана и браслет был из титана. Я вот просто надел нейлоновый ремешок сегодня на них. Следующие часы — это полевые часы Bertucci. У меня есть видеообзор на эти часы. Конечно, если вы покупаете их в Штатах, мне пришлось там их покупать окольными путями, они выйдут очень дешево. То есть 40, 50, 60, 70 долларов. Именно эти часы, у них какой-то поликарбонат или какой-то состав, он как пластмасс, но очень-очень крепкий. Я думаю, что трудно будет его сломать, нужно прям стараться его сломать. Очень клевый внешний вид, очень черный, глубокий черный цвет, циферблаты, и очень все читаемо. И, это прям требование для полевых часов. Все цифры, метки, стрелки, все очень четкое. И, как мы видим здесь, швейцарский люминофор, Swiss Luminous. В общем, неплохие часы. Вот эти часы тоже были в прошлогоднем видео. За этот год я, наверное, их почти не носил. Можете посмотреть более подробно видео с прошлого года. Но они классные. Такие полевые часы, очень простенькие, но в них все есть. Ручной подзавод, стоп-секунда, быстрая смена даты, и автоподзавод. Нержавеющая сталь, водозащита 50 метров. В общем, такие часы битер, то есть можно по скалам лазить, я думаю, что и не бояться за них. Мои любимые амфибии. Их я носил достаточно много. То есть это одни из тех часов, которые я достаточно много носил за последний год. Они очень симпатичные. Я у них сменил безель с родного на кастомный с Мираном. И вот на такой эластичный ремешок. Очень классные часы. У меня есть несколько видео с этими часами на моем канале. В общем, проходите по ссылке, посмотрите. Вот эти часы у меня фигурируют в одном из видео, в котором я говорю про Bocia, про эту марку. Интересная особенность марки Bocia — это то, что они делают часы из титана, то есть это их фишка. И что бренд, он немецкий, конечно, в Азии их производят, в Гонконге вроде бы. Часы симпатичные, приятный титановый корпус, и это хронограф. Я их иногда надеваю. Это такой мой вариант кварцевых часов. Надел и пошел. То есть, если мне нужно что-то такое универсальное, и мне некогда сейчас ставить число, время, дату на часах, я беру, наверное, их часто. Вот в этой коробке у меня... Быстренько скажу про эти, что они есть в прошлогоднем видео. В общем, их особенность в том, что они такие достаточно хорошо подходят для походов. У них есть компас, у них есть датчик температуры, у них есть 2 часовых пояса. Я, кстати, в поход носил эти часы. Alba. У меня есть обзор на моем канале об этих часах. Alba — это суббренд Seiko, и он рассчитан на японский рынок.
То есть он не рассчитан на продажу где-то вне Японии. У них правильный размер для полевых часов, то есть они компактные, они не мешают, не будут рукаву мешать, еще что-то. В общем, у них компактный размер, у них очень четкие читаемые метки стрелки. Еще у них главная, наверное, их особенность, что они солнечные, то есть solar. Они заряжают аккумулятор от солнца. Минус, что у них нет никакой люминофорной подсветки, вообще ноль. И если кажется, что она есть, на стрелках кажется, что вот, ну да, но есть же, должно быть. Но в действительности нет. Но тем не менее, у них классный размер, у них классный дизайн, и они солнечные. У меня есть видео, полное видео на моем канале, пожалуйста, переходите по ссылке и посмотрите подробнее. Далее, G-Shock. Эти часы я много носил. Хотя я их купил не так-то давно, но носил я их много. У них я поменял корпус и ремешок, они были желтого цвета. Кто-то спрашивает насчет ремешка. Вот могу показать, как он у меня. Но это ремешок китайский с AliExpress, не оригинальный. По поводу корпуса, корпус вроде бы никак не беспокоит. Приближу. Есть небольшой, конечно, зазор здесь. Вот он так может гулять. Но когда я их ношу, я не испытываю никаких проблем ни с ремешком, ни с корпусом. То есть я даже не вижу проблем никаких. Еще одни мои G-Shock. Их я тоже очень много носил за прошлый год. Они мне очень нравятся. У них классический дизайн G-Shock, квадратный. У них компактный размер относительно всех G-Shock'ов, потому что G-Shock'и имеют тенденцию быть большими, но эти достаточно компактные. Очень мне нравится и очень много я их ношу. Особенно там на велике ехать или куда-то там, какие-то прогулки, пикники. Пожалуйста, вообще за мир в душу. И какая-то активность, вот это часто. У них родной ремешок и такого, что ходит ходуном, я не наблюдаю. То есть родной ремешок все-таки лучше. И с корпусом, ну, в общем, я никаких проблем не испытывал с ними. Еще одни электронные часы покажу. Casio наряду с F91W у меня появились, но так, мне их для кучи продали. В общем, это модель F84W. Я пока не нашел различий с F91W, может быть, надо поискать, но у них даже модуль вроде бы совпадающий. То есть я не знаю, в чем смысл был делать это другой моделью, но, в общем, это как то же самое, что и F91W. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях и напишите, в чем же разница. Далее, и у меня тоже есть обзор на эти часы, это Timex Expedition. Кто-то выражает сомнение в их надежности, но скажу так, что они выглядят очень надежными. Я видел видео, в котором их варили, бросали, топили, обтирали об асфальт. В общем, они все удерживали более-менее. Такие интересные часы, я их немножко кастомизировал. Ну, то есть я убрал их родной ремешок, который был не очень, и заменил на такой эластичный, песочного цвета. Я их, наверное, не носил почему-то. Может быть, я их продам. Интересно то, что у них аналого-цифровое отображение времени. Это позволяет добавить функции дополнительные к часам. Но из минусов, что стрелки и цифры никак между собой не синхронизированы, и время настраивается у них отдельно. Можно настроить совершенно другое время, где ни часы, ни минуты, ни секунды даже не будут соответствовать ходу. Но сейчас они соответствуют, потому что я так настроил. Далее в этой коробочке это дайверские часы Citizen. Очень клевые часы, у них классный внешний вид. У них ручной завод, помимо того, что есть автоподзавод. У них стоп-секунда, быстрая смена числа и даты. Ну и водозащита 200 метров. Но завинчивающаяся заводная головка. Из минусов, единственный минус, такой субъективный для меня, положение вот этой заводной головки, что оно на 8 часов, ну, для меня неудобно. Неудобно заводить, неудобно подводить. Но если ты этим не занимаешься часто, а ты обычно этим часто не занимаешься, если ты их носишь, ты их и не подзаводишь, часто не поправляешь время, то в целом норм. Они
классные, у них внешний вид классный, у них их основная функция водозащита отличная. И я их брал, когда я ездил на море, я вот был в Citizen. Очень клевые часики, очень им рад. Подведем итоги. Относительно прошлого года какие-то часы у меня выбыли из, так скажем, коллекции, какие-то прибавились. Мои планы на этот год были приобрести Seiko 5, но у меня они появились. Второе, у меня было в планах приобрести классические дайверские часы. Это я тоже осуществил покупкой вот этих Citizen дайверских. И третье, что я хотел сделать, я хотел купить Orient автоматические часы. Orient Ray, Orient Mako. В общем, пока не сложилось. Посмотрим, может быть, это будет целью на следующий год. И в следующем году появится такое видео. А тем временем, пожалуйста, поделитесь в комментариях вашим мнением. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я благодарю вас за просмотр, если вы смотрите до сих пор, до этого. Это не все. У меня еще есть россыпь часов винтажных. Начну с этих. Полет. Кроме того, что это полет с автоподзаводом. Достаточно красивые, я бы сказал, то есть очень симпатичные часы. 23 камня. День, недели, число. У них достаточно хорошая точность, вот в этой модели, в моей. И есть пушер для смены даты. Что особенного для меня в этих часах, что эти часы моему отцу подарила его мама на выпускной, на выпуск из высшего учебного заведения. То есть это было начало 80-х годов, когда она подарила ему эти часы. Да, конечно, я их отнес в сервис, им поменяли плексигласовое стекло, их обслужили, и они достаточно симпатичные, и они достаточно хорошо ходят, что приятно. Жалко, конечно, что хромирование этой кнопки уже облезло, но я думаю, что саму кнопку можно поменять, то есть найти новую для нее. Такие часы. Я их ношу иногда, тоже клево. Минус их, что у них нет никакой водозащиты. Иногда, когда я умываюсь, я забываю их снять, и в общем, у меня было, что испарина появилась с обратной стороны стекла. Это неприятно, конечно. То есть надо не забывать их снимать, когда контактируешь с водой, потому что водозащиты у них вообще никакой нет. А так очень красивые. Еще одни часы хотел продемонстрировать. Я вообще по наручным часам фанат, а это карманные часы. Карманных часов у меня не было. Просто это часы моего деда. Часы моего дедушки. Поэтому вот мне отец их отдал вместе с теми предыдущими. Мол, мне. В общем, у меня есть часы дедушки. Еще одни винтажные часы хочу продемонстрировать. Это полет штурманский. Я думаю, что это не штурманский Гагарин, конечно же. И из особенностей, обратите внимание на эту стрелку, это будильник. То есть это часы с будильником. Таким образом устанавливается. Таким образом заводится. Купил я их на, скажем так, на онлайн, но на такой барахолке онлайн, и я отнес их для обслуживания. Вот такой будильник. Да, конечно, я мог их подвести еще больше. Тогда мы дольше бы слышали вот этот будильник. Я думаю, что было время, была необходимость в будильниках, например, до эпохи мобильных телефонов. Когда ты не дома, в командировке, нужно вставать. Возможно, тоже такое применение часов с будильником наручных. Вот такие штурманские.
Достаточно симпатичные. Продолжая тему военных винтажных часов, вот такие командирские. Я их на барахолке купил. Что мне в них понравилось, то что это вот командирские, которых я раньше не видел. То есть сейчас, конечно, на сайте Восток такие не продаются, хотя это чисто польские, но старые. Из особенностей у этих часов есть стоп-секунда. То есть, видите, секунда остановилась, секунда пошла. Сейчас современные Востоки, у них нет калибров со стоп-секундой, тогда были. Вот такие интересные, компактные полевые часы командирские. Еще из винтажа у меня есть, купил на барахолке. Я уж не знаю, что за EZA. Такие автоматические часы, но часы с автоподзаводом, 25 камнями и датой. Интересно, такие накладные метки, объемные. И окошко для просмотра. Если вы что-то знаете про эти часы, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я ничего про них не нашел. Что за часы такие? Продолжать тему винтажа, это Zim. И купил на той же барахолке, что и командирские. Понравился их внешний вид. Есть еще одни часы, это Победа, но механизм такой же, как у Zim, с малой секундной стрелкой, но не как этот Zim, а как Zim обычно других, с малой секундной стрелкой. Мне их отдал отец, я их отнес, чтобы их обслужили, а вот они ходят и показывают сносно время точное. Там же, где я купил полет штурманский, я купил вот эти Casio. На самом деле я купил кучку и покупал я их ради штурманских, но мне еще достались вкупе с ними такие Casio. Что в них не обычно, то что у них аналого-цифровое отображение, но как аналого-цифровое. Оно все цифровое, но со стрелками и цифрами. В общем, достаточно редкие часы, старые, интересные. Я нашел про них информацию, рекламную. В общем, у них корпус с палладиевым покрытием. В общем, достаточно дорогие были. Они в начале 80-х, может быть, стоили, что по тем меркам было достаточно много. У них здесь два слоя жидкокристаллических. Один для цифр, другой для вот этих стрелок. И последний из винтажных, это Glycine. Подстава, большая подстава, что я не могу найти, я снимал браслет, не могу найти, где он. Но браслет очень клевый, и он подходит к такой угловатой форме корпуса. Да, большая подстава. В общем, браслет такой вот. У меня есть несколько звеньев, и я когда подкорачивал, видите, достаточно классная обработка, и они такие угловатые. И сам корпус угловатый. Какая история у этих Glycine? Вообще я думал, что, что такого в швейцарских часах? Может, они какие-то супер крутые. Но у меня канал про бюджетные часы, швейцарские часы автоматически не вписываются в эти рамки и в этот бюджет. И я пошел по пути винтажных стареньких часов. Нашел такие красивые Glycine. У них красивый серый цвет циферблата с интересной обработкой. В общем, автоматические часы, швейцарские, клевые. Жалко, я нигде не могу найти их. Куда же я подевал их? Браслет надо будет снять. В общем, посмотрим. Я пока их не носил. Нужно надеть браслет и поносить. И в общем, свое мнение про них рассказать. В общем, да, такие часы. Благодарю вас за просмотр. Если вы смотрите до сих пор, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Если вам нравится такой контент, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. Всем пока.